Здесь я написал «Улица Бразил», и одни из самых крутых здесь style matter, типа стиль имеет значение. На сегодняшний день очень мало кто рисует только на улице, и кто-то вообще уже не рисует на улице. Но у нас общий бэкграунд, что мы из улицы вышли вот в эти пространства и делаем какие-то другие формы. Гэта сапраўды такая шматузроўневая прастора, дзе куды ты не кінеш свой позірк, паўсюль нейкае пасланне на цябе глядзіць, але у чым эфект вулічнага мастацтва? Нават унутры галерэі, тым, што яно вельмі моцна гуляе з усім, з калонамі, з уваходам. На сценах так вісяць студыйныя працы нашых мастакоў, на баннерах нешта зроблена, ўзаемадзеянне ў нейкіх там маленькіх дэталях. Состав здесь крутой очень. Мне понравилось работать, взаимодействовать с ребятами. С некоторыми я познакомился впервые. Это такой срез вот того, что есть в Минске. Ну или в Беларуси, наверное, даже. Мир искусства, который поглощает какая-то урбанистическая, сказочная тварь. Этот объект, он как бы дополняет пространство. Ну, для меня это существо обжора. То есть ты внутри него, значит, он тебя съел. Получается обжора. Название рождается уже после того, как родилась работа. То есть ты придумываешь, оно у тебя сразу вызывает какие-то эмоции, ассоциации с тем, что это, с тем, как оно работает, с окружающей аудиторией, с пространством, и впоследствии появляется какое-то название. Мой пазл в этой большой выставке заключается в том, что я показал старинные предания, знания, культура наших предков в моем понимании. Это вагон, в котором едут викинги. Он называется «Путь в Волгалу». Каждое окошко – это особый персонаж. Я не хотел изображать оружие, поэтому я заменил все на краски, маркера, карандаши, баллончики, валики, там палитра с краской. Такой получился арт-ладья. Мне кажется, не очень логично в наше время задавать человеку какой-то единый образ мышления, что я вот сделал вот это, и ты должен это так воспринять. То есть вот что на этой работе. Я не закладываю конкретный образ. Когда я ее сделал, я уже прикалывался, что у меня это водное поло, это вот человек в шлеме с руками вниз, он висит, он так играет. А это у меня ежики, уходящие в туман, видишь, два друг за другом. Ну, то есть это шутка больше, то есть это то, как я интерпретирую какие-то мультяшные персонажи. И часто люди видят мультяшек. В объеме мне стало интересно работать где-то год назад. И так я пришел к скульптуре. Скульптуру я лью из бетона. Это близкий мне материал с детства, так как для моих друзей и меня игровой площадкой были стройки панельных домов. И в последующем их стены стали моим холстом. И поэтому этот материал мне понятен, мне он приятен тактильно. Людям и нравится, что это как бы вроде бы игрушка, но вот ее вес и тактильность, она немножко меняет восприятие. Картина с рукой, которая держит планету Венеру. Это как образ зарождения чего-то нового. Каждый испытывал из нас что-то внутри такое бам, и ты как будто прозреваешь и понимаешь, что делать, вообще куда двигаться. Наверное, это об этом. И вот продолжается здесь. Это начальная точка, как приглашение вот дальше развивать вот этот путь, вот эту перспективу, которая тебе нужна. Мы думаем так много, а чувствуем так мало. Это цитата. Я считаю, что люди ушли от своего «я», от своей ментальной природы куда-то далеко, куда-то не туда. Это призыв к тому, чтобы больше чувствовать все-таки. Это история о балансе чувств и каких-то размышлений. Я про это. Тое, што я прыўношу, гэта дзікую, хожаную і няхожаную прыроду, якой звычайна бракуе ў гарадской прасторы, бо тут ёсць бетон, тут ёсць асфальт, тут ёсць балоны.
Мае працы гэта тыя творы, якія я зрабіла ў дзікай прыродзе. Гэта нейкія элементы творчыя, ракавінкі, мох, расліны, песцікі, тычынкі. І вось гэтыя творчыя дзікія аб'екты я ператворваю ў фотаздымкі, якія я б назвала парталамі ў дзікую прыроду. Я мару, што калі-небудзь гарады стануць такімі, як і джунглі. Так што вось гэта мой унёсак. Все гэтае мерапрыемства, што адбываецца зараз у 2021 годзе у Менску, Беларусі, там, дзе нарадзіўся фестываль, гэта такой, як фіцілёк, каб усе бачылі, што добрыя рэчы не могуць проста так зысці.